Уличные бои в городах на Донбассе, крупнейший обмен заключенными в 21 веке и возможная война в Польше и странах Балтии. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Европе начнется война и миграционный кризис, если Украину оставят без военной помощи. Сценарии нападения на ЄС. Я вважаю, передусім в Європі за країни НАТО будуть боротися європейці. Ким Чен Ын хочет говорить с Трампом и ожидает его победы на выборах. Северокорейский дипломат, который бежал из КНДР, раскрыл планы Пхеньяна. Что же США могут предложить КНДР? Они потеряли один из своих ключевых козырей. Сбор информации и заказные убийства. Как спецслужбы Лукашенко и Путина пытаются бороться с неугодными за границей. Приоритетными категориями для дистанционных вербовок являются лица с уголовным прошлым, имеющие крайне правые, либо же крайне левые политические взгляды. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Диверсионные группы россиян уничтожаются в городской застройке на Торецком направлении. Так о ситуации на Донбассе пишет главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Это заявление прозвучало через сутки после того, как российские оккупанты заявили, что их подразделения вошли в город Торецк. Тем не менее, Сырский не уточняет, где именно находится ДРГ врага. По его словам, тактические позиции войск меняются по несколько раз в сутки, но существенных изменений пока не произошло. Также главком ВСУ уточняет, что по всем направлениям наступления россиян идут боевые действия, но они разной интенсивности. И россияне несут большие потери, имея при этом незначительный успех. Противник продолжает сосредотачивать усилия на Покровском направлении, бросает в бой свои самые опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать нашу оборону на направлении Желанного, Новогродовки и Покровска. На Купянском направлении в районе Песчаного, Стельмаховки и Макеевки продолжаются ожесточенные бои, но мы держим наши позиции. Сложная ситуация на Северском направлении. Враг активно применяет артиллерию, проводит штурм, но успеха нет. Обвал и изменение линии фронта ожидает Украину, если ее партнеры перестанут поставлять Киеву военную помощь. О самых худших сценариях как для Украины, так и для Европы рассказал Зеленский. Он считает, что без западной помощи вооруженным силам не удастся удержать российские войска на тех позициях, на которых они находятся сейчас. При этом, по словам Зеленского, оккупировать абсолютно всю территорию страны путинским войскам не удастся. На это у самого Путина не хватит ни сил, ни жизни, считает украинский президент. Он также предупредил, что через Беларусь российская оккупационная армия может пойти войной на страны Балтии и Польшу. Тогда уже самим европейцам придется брать в руки оружие. Європу очікує тоді велика міграція з України в рази. І Європу очікує, я думаю, у складі військ НАТО війна за інші країни-члени НАТО. І я вважаю, що передусім це очікує Європа. Все вже ж залежить від того, хто буде президентом Сполучених Штатів. Тому що політика може бути абсолютно різна. Я вважаю, передусім в Європі за країни НАТО будуть боротися європейці. Недавнее решение Венгрии упростить въезд на территорию страны белорусам и россиянам, а также выдавать им национальные карты, обостряет кризис в отношениях между Будапештом и ЕС. Об этом пишет Эль Паис. Авторы издания сообщают, что такое решение лишь добавляет масла в огонь и в без того непростые отношения. Ведь совсем недавно Орбан без всякого мандата ЕС устроил себе визиты к Путину и Си Цзиньпину, а потом провел встречу с Трампом. Из-за разногласий в Европе свою так называемую миротворческую миссию Орбану пришлось свернуть. Согласно ноте, которую направил государствам-членам ЕС венгерский министр по европейским делам Янаш Бока, Венгрия прекратила эту миротворческую миссию, сообщают источники. Однако представители стран ЕС сомневаются в том, что это правда, и считают, что Орбан великий провокатор, может оживить этот маневр, когда ему будет это интересно.
С 8 августа Эстония начинает таможенные проверки абсолютно всех путешественников, которые пересекают эстонско-российскую границу. Это необходимо для борьбы с обходом санкций, сообщают в Таллине. Конечно же, в правительстве предупреждают, что не выборочный, а уже общий контроль увеличит время прохождения границы. Однако это вынужденная мера, ведь до сих пор, даже спустя 2,5 года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, на эстонско-российской границе фиксируют попытки провоза запрещенных товаров именно на территорию РФ. С 8 августа Эстония будет выполнять общий таможенный контроль на границе с Россией, чтобы лучше гарантировать, что мы не подкармливаем российскую военную машину и не помогаем агрессору уклоняться от санкций. Однако на границах уже наблюдаются очереди. СМИ Эстонии сообщают, что из-за закрытия авиасообщения с Россией и финских пограничных пунктов на границе с РФ в городе Нарва можно увидеть сотни людей, которые хотят попасть в Россию. Тяжело, у многих родственники все катаются туда-обратно, поэтому приходится терпеть. Но на самом деле вот я и все мои друзья, которые учатся в Италии, они не так часто ездят из-за того, что сложно. Я только 2 раза в год, получается, езжу. Кто у вас в России? Мама, папа, брат, все бабушки, дедушки, все живут в России. Ким Чен Ын хочет наладить связи с администрацией США, если на предстоящих президентских выборах победит Дональд Трамп. Прежде всего, новый виток отношений нужен КНДР для того, чтобы возобновить ядерные переговоры с Соединенными Штатами. Об этом в интервью рассказал северокорейский дипломат Ри Иль Гю, который совсем недавно сбежал в Южную Корею. По его словам, в качестве внешнеполитических приоритетов на ближайшие годы КНДР определила отношения с Россией, США и Японией. Ким Чен Ын мало что знает о международных отношениях и дипломатии или о том, как принимать стратегические решения. На этот раз Министерство иностранных дел, безусловно, получит власть и возьмет на себя ответственность. И Трампу будет не так легко снова связать Северную Корею по рукам и ногам на 4 года, не давая ничего взамен. Установив более тесные связи с Россией, Северной Корее больше не нужно полагаться на США в вопросах отмены санкций. Насколько это важно? Что же США могут предложить КНДР? Они потеряли один из своих ключевых козырей. Козырь: мы снимем санкции, если вы что-то сделаете со своим ядерным оружием. Он исчез. Спецслужбы Лукашенко и Путина пытаются завербовать белорусов, украинцев и россиян, которые проживают за границей. Об этом идет речь в новом расследовании организации бывших силовиков «Белпол». Они рассказали о самых распространенных методах вербовки. Для этого КГБшники и ГРУшники занимаются шантажом и обманом, используют родственников тех, кто выехал за границу, занимаются прессингом близких, используют мессенджеры, а также пытаются получить информацию с помощью обманных схем при якобы трудоустройстве. В поле зрения спецслужб студенты, трудовые мигранты, представители СМИ и политические активисты. И задания этих спецслужб могут быть разными, от сбора информации до заказных убийств. По сведениям Белпол, за убийство либо нанесение серьезных телесных повреждений неугодным для спецслужб Путина либо Лукашенко лицам предлагается денежное вознаграждение в сотни тысяч евро. За менее значимое поручение, например, распространение агитационных листовок, либо нанесение провокационных надписей, платят от десятков до сотен евро за одну акцию. Большинство из тех, кому пишут, отказываются от выполнения таких задач, но есть те, которые соглашаются. Важно отметить, что есть случаи, когда с подобными предложениями спецслужбы обращаются не только к лицам, симпатизирующим Путину, либо Лукашенко, либо же политически нейтральным, но и к людям, находящимся в жесткой оппозиции. Также приоритетными категориями для дистанционных вербовок являются лица с уголовным прошлым, имеющие крайне правые, либо же крайне левые политические взгляды. Крупнейший обмен заключенными со времен Холодной войны состоялся накануне. В частности, по данным турецких СМИ, произошел обмен граждан России, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Беларуси. Среди них известные оппозиционные политики, активисты и журналисты, которых под выдуманным предлогом арестовывала и осуждала Россия. В то же время в Россию в рамках обмена вернули тех, кого на Западе судили за работу на российские спецслужбы, то есть за шпионаж и даже за убийство.
Всего же в Турции обменяли 26 человек, осужденных в разных странах. В Россию вернули 10 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. 13 человек после обмена отправились в Германию и 3 в США. Среди тех, кто оказался на свободе, журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, морской пехотинец США Пол Уилан, немец Рика Кригер, российский оппозиционер Илья Яшин, Алсу Курмашева, Владимир Карамурза. На свободу в рамках этого обмена должен был выйти и Алексей Навальный, но он был убит режимом Путина в колонии в феврале этого года. Об этом пишут соратники политика. Пока история про политический обмен, про обмен гражданскими лицами, она вписывается в тот же сюжет. Это не нормализация, это не шаг навстречу, по крайней мере, пока об этом говорить преждевременно. Но это вот такой расчет со стороны российских властей. Им предложили некую выгодную для них сделку, и они пошли на это по тому же сценарию, по которому, соответственно, шел обмен военнопленными. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.